Приветствуем вас на канале Раиса Кориченко «Дача, сад, огород, цветы». Продолжаем знакомить вас с агрогороскопами на январь 2022 года. Сегодня рассмотрим два агрогороскопа, связанные с картофелем. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп яровизации картофеля. Яровизация – это очень важное мероприятие для получения и раннего урожая, и хорошего урожая картофеля. Это процесс выведения семенного картофеля из состояния покоя, в котором клубни находились в месте хранения. Чаще всего зимой в погребе, подвале, у нас, по крайней мере, картофель хранится при температуре зимой от +3 до +7 градусов. И вот, чтобы картофель пробудился, нужно изменить в первую очередь температурный режим и довести температуру, где будет проращиваться картофель, до +22, +25 градусов. При этой температуре пробуждаются внутренние жизненные силы клубней, и они начинают готовиться к посадке. И вот этот агрогороскоп яровизации подготовлен по просьбе тех, кто выращивает ранние сорта картофеля для продажи уже этого картофеля в апреле-мае. Есть в этой аудитории новички, которые впервые слышат о яровизации картофеля. Ну вот мы собрали все эти ваши вопросы, обозначили их, и вот их 5 сегодня. Постараемся кратко на них ответить по поводу. Все касается яровизации. Первое. Можно ли сразу посадить с погреба картофель в теплицу? Можно, но в теплице картофель выращивается для получения раннего урожая, поэтому нужна вот эта обязательная предпосевная подготовка, наращивание вот этих ростков темно-зеленых, мощных, и поэтому вот эти ростки станут основой вашего раннего урожая и большого урожая. Второй вопрос. Говорят, что при яровизации повышается урожай. Правда ли это? Да, этот вопрос связан с первым частично, и хочу сказать, что это действительно правда. Мы и в теплице в свое время выращивали ранние сорта картофеля и уже убедились в этом. В теплом помещении или в теплице, а мы используем для яровизации именно теплицу из поликарбоната. И вот здесь под воздействием непрямых солнечных лучей клубни наращивают большое количество вот этих толстых жирных ростков с зачатками листьев. Плюс при солнечном свете в клубнях картофеля вырабатывается солонин. Это такой зеленый пигмент. И, кстати, этот зеленый пигмент очень ядовит. И поэтому зеленый картофель не используйте для своего питания, а также не используйте для питания животных. И этот картофель, естественно, ядовит для почвенных вредителей. И они практически клубни не повреждают вот после яровизации. И еще один важный момент, что делает вот этот солонин, который вырабатывается в клубнях при вот этом способе подготовки, при яровизации. Солонин укрепляет иммунную систему клубней, и они при самом росте и выращивании самого картофеля во время вегетации, вот этот картофель устойчив к различным грибковым заболеваниям. Ну а здоровый картофель – это же фундамент, естественно, хорошего урожая. Вопрос третий. Сколько надо яровизировать семенные клубни? Отвечаем. Желательно месяц. У нас были разные периоды. Доходил вот этот процесс яровизации до 40 дней. Это было в тот год, когда был резкий возврат холода, очень ранняя весна была. И мы, кстати, яровизацию сейчас используем для посадки картофеля в апреле, по крайней мере, в 2021 году, и в ранние сроки, чтобы пораньше получить урожай. Но не для продажи, мы для себя выращиваем.
И вот мы используем в среднем, у нас получается месяц. Вот можете ориентироваться на этот период. Все снова же зависит от потребностей и от возможностей. Можно даже 3 недели. Был у нас и такой период. Вопрос номер 4. Как узнать дату, как выбрать дату начала яровизации картофеля? Ну вот для этого мы и готовим агрогороскопы и для яровизации, и для посадки картофеля. И выбираем самые лучшие благоприятные дни или часы. Ваша задача знать примерный срок посадки. И от этого времени отнимаете 30-35 дней или 40. Или же чуть меньше. Все зависит от ваших обычных посадок, когда вы раньше это делали. Смещение больше, чуть-чуть меньше, это особой роли не играет. Но должны быть обязательно эти сроки, минимум 21 день, это до момента посадки, это минимальное. Вопрос номер 5. Какие дни можно выбрать для яровизации в январе 2022 года? Мы собираемся высаживать картофель в теплице в конце января или в первой половине февраля. Теплица отапливаемая. Вот на этот вопрос мы и сейчас отвечаем вот этим специальным агрогороскопом. Вот он, агрогороскоп яровизации картофеля в январе 2022 года. Напоминаем, время московское. С помощью интернета вы можете определить, есть сайты для этого в Гугле, определить время своего региона или страны. И вот смотрите, это именно яровизация. И здесь, в данном случае, мы рассматриваем выращивание картофеля ранних сортов в теплицах или теплых странах для того, чтобы их собрать в ранние сроки, и они не годятся для хранения. Поэтому вы видите здесь разношерстные такие периоды, но эти периоды очень хороши для того, чтобы вытянуть из погреба или из хранилища клубни картофеля и выкладывать их на то, чтобы они готовились, то есть пробуждать их и уже проводить различные приемы для того, чтобы картофель подготовить к посадке. Итак, первый период 6 января начинается с 4 часов утра до конца суток, 7 января все 24 часа. В рыбах при посадке для ранних сортов этот вопрос можно решать. А далее мы посадку будем делать в других знаках. Ну и сейчас рассмотрим этот период всего января. Следующий период очень хороший, это Овен. Для яровизации 8 января с 9 часов утра и до конца суток. Короткий период, но он есть. И очень хороший длительный период, это период растущей луны в знаке Телец. 10 января с 19 часов вечера и до конца суток. 11 января все 24 часа. 12 января с 0 часов и до 20 часов. Я, кстати, учла все различные негативные временные космические события, которые могут влиять. Поэтому вот таким образом выглядит, чтобы вы не путались, я вот даю уже чистое продуктивное время. Следующий период очень хороший для яровизации – это весы. 23 января с 3 часов ночи до конца суток и 24 января все 24 часа. И завершается месяц, это уже убывающая луна, и можно использовать это время для яровизации, но чуть позже мы рассмотрим еще гороскоп посадки. Итак, можно вот этот период готовить картофель в Скорпионе. 26 января все 24 часа, 27 января с 0 часов и до 7 часов 30 минут утра. Вот такой период. И Козерог, замечательный период для выращивания картофеля, убывающая луна, конец месяца 29 января с 13 часов до конца суток и 30 января все 24 часа. Это лучшие периоды для того, чтобы начинать жизненные процессы, пробуждать картофель и готовить к посадке. А теперь сам агрогороскоп посадки картофеля в январе 2022 года.
Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Если на яровизацию мы можем использовать и растущую луну для того, чтобы пробудить картофель, то для посадки, для получения хорошего урожая, то, ради чего вы делаете посадку, отапливаемые теплицы, заранее готовится почва, столько всего сделано, поэтому нужно высаживать картофель на убывающей луне в хорошие продуктивные периоды. И вот эти 3 хорошие продуктивные периоды есть в январе, но эти периоды начинаются вот с 23 января. Весы покровительствуют на убывающей луне всем тем овощам, которые формируют корнеплоды или же клубни. И можно вот этот момент использовать. И напомню, что при посадке в весах, пожалуйста, не заливайте лунки, где будет садиться картофель. Вообще в этот период, даже если у вас отапливаемые теплицы, не заливайте и не сильно увлажняйте почву. Будут резкие перепады температур, можете где-то упустить. Поэтому лучше всего заранее увлажненная почва подготовлена, и можно уже высаживать подготовленный картофель после яровизации. Допустим, вы в начале месяца 6-7 выставили на яровизацию. Вот этот период как раз достаточно для того, чтобы использовать вот посадку в конце месяца. Ну вот давайте рассмотрим вот эти периоды. 23 января с 3 часов ночи до конца суток можно высаживать картофель для раннего урожая, и 24 января все 24 часа. Еще один хороший период – Скорпионе. Мы выбираем этот знак для того, чтобы получить ранний урожай, убывающая луна. Этот картофель не хранится. Этот картофель для продаж или для использования, для своего собственного питания. Есть разные варианты. 26 января все 24 часа для посадки, 27 января с 0 часов и до 7 часов 30 утра. Вот такой период. И завершающий, я бы назвала вот этот период самым лучшим. Если в начале месяца, то есть мы рассматривали рыбы 6-7 января или 8 в Овне заложить на яровизацию, то вот этот период шикарный для посадки вот этого картофеля, который был выставлен на подготовку, на яровизацию. Вот 29 января с 13 часов и до конца суток. 30 января все 24 часа. В сегодняшнем видео мы ответили на ваши вопросы, которые поступили вот на данное время. И если будут еще вопросы, задавайте. Спросить стыдно на 1 минуту, а не знать стыд на всю жизнь. Часто повторял один из моих наставников. Очень мудрое изречение. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, комментируйте. Если вы же еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Для вас это займет всего несколько кликов, может даже и меньше минуты. А для нас это приятная минута оценки нашего многолетнего труда. На этом мы завершаем видео. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, удачной подготовки и посадки картофеля в теплицах и в теплых странах. До новых встреч на нашем канале!